Приветствую вас, уважаемые зрители! Сегодня предлагаю обсудить состав и расклады на предстоящий матч сборной Армении против Хорватии, который состоится уже через несколько часов. Но перед просмотром настоятельно прошу подписаться на меня и наградить лайком. Так видео посмотрят больше людей, а канал когда-нибудь станет одним из главных русскоязычных площадок об армянском футболе. Наверняка вы все смотрели матч с Турцией и, несмотря на не очень выгодную нам ничью, воодушевлены достойным выступлением наших ребят. Не менее достойной игры мы ждем и с хорватами, даже с учетом того, что Хорватия значительно более классная команда, чем Турция. После ничьи в Турции нам для выхода из группы нужна победа, поэтому, думаю, дома с Хорватией Петраков внесет коррективы с уклоном на более атакующий стиль. Схема будет по-прежнему знакома всем 5-4-1. Вратарем безальтернативно будет Огнен Чанчаревич, он реально лучший на этой позиции из всех доступных тренерскому штабу. На правом фланге защиты мы снова увидим Артака Дашьяна, он уже зарекомендовал себя как твердого футболиста основы. На левом фланге Наира Тикнезяна. Убежден, что оба наших фланговых защитника будут намного чаще подключаться к атакам, чем в матче с Турцией, поэтому вполне возможно, что за полчаса до конца матча, когда уже будет сказываться усталость, вместо кого-то из них мы увидим свежего Камо Ванесяна. В центре защиты, к сожалению, не обойдется без изменений. Вараздат Харуям пропустит матч из-за перебора желтых карточек. В трио с Георгием Арутюняном и Степой Макарчаном, скорее всего, мы увидим Андрея Кализера, который имеет постоянную игровую практику в чемпионате Швеции. Есть, конечно, еще Таром Восканян и Сергей Мурадян, но думаю, что они начнут матч на скамейке запасных. В центре полузащиты мы по-прежнему увидим связку Иву Спиртян. И если Угочуку каждый раз выдает матчи уровня классного полузащитника АПЛ или серии А, то вот Эдуарду нужно наконец показать всем, что Аякс совершил большую ошибку, не приобретя его этим летом. Надеюсь, этот перформанс выпадет именно на матч с Хорватией. На правом фланге атаки я жду изменений. Думаю, в основе выйдет не Вагам Бичахчан, а Норберто Балекян. Аргентинский армянин физически более крепкий футболист и способен больше напрягать габаритную защиту хорватов. К тому же у него будет лучшее взаимопонимание с другим аргентинцем Лукасом Зелараяном. Последний однозначно будет на левом фланге атаки. И пусть Чино выдал не лучший свой матч с Турцией, но футболист его таланта способен одним движением решить исход любого матча. В нападении же по-прежнему будет наш молодой талант Рант Ранус. Полагаю, хорваты будут играть с позиции силы. У них очень сильный центр поля, поэтому они завладеют мячом с самого начала. При этом средний возраст команды уже преклонный. И речь не только о 38-летнем Модриче. Брозовичу 30, Крамаричу 32, Перешичу 34, поэтому нам надо физически перебегать хорватов и в первую очередь за счет активных флангов. Ну а молодые Иву со Спиртяном должны и в атаку успевать, и в защите отрабатывать. Я буду оптимистичен и думаю, дома мы не уступим хорватам и добьемся результативной ничьи 1-1 или 2-2. Опять же, эта ничья нам не совсем выгодна. Чтобы иметь хорошие шансы, нужно побеждать хорватов. Тогда мы обойдем их, сыграв при этом на один матч больше. Ну и можно будет ждать тогда, что мотивированная Хорватия в октябре снова победит Турцию, что позволит нам до последнего участвовать в борьбе за выход на чемпионат Европы. Так что, несмотря на прогноз на ничью, я верю в возможную победу наших ребят. Так же, как в это верит любимчик армянских болельщиков Марко Спицелли. Շատ ուրախ եմ, որ ստելին եմ նորից, կարոտել եմ շատ Հայաստան, բոլորին գիտեք իմ պատմություն Հայաստանի հետ, Հայաստանի հավաքական, այդ անգամ եկել ընտանիքի հետ, երեխայից, արդեն սկսեմ պատմել իմ պատմություն Հայաստանի հավաքականի հետ. Դրա համար շատ ուրախ եմ, որ ստե լինեմ նորից ու հույսով վաղը կարտենք։ Գալու ես չէ խաղին Մարկոս։ Անպայման իհարկե։ А что вы думаете о предстоящем матче? Какой будет счет и какие у нас перспективы? Пишите об этом в комментариях. А также не забывайте помогать развитию канала своими донатами. Номер карты на экране. Увидимся после матча.